Если вы замечаете у себя признаки депрессии, упадок сил, повышенную эмоциональность, например, слезливость, вам неохота ничего делать, вы ничего не получаете удовольствия, много спите. Если вы заметили хотя бы парочку таких признаков, и в особенности, если вы мужчина, то это видео для вас. Девушки как-то, кажется, научились регулировать свою эмоциональную составляющую, а вот у мужчин с этим проблемки, знаю по себе. Поэтому сейчас я вам расскажу, как я попал в депрессию, как я через нее прошел, и может быть этот опыт будет для вас полезным. Светозар, Светозар. В прошлом видео я рассказал про то, как я чуть не женился, привез себе невесту из Санкт-Петербурга. Были большие планы на совместную жизнь, но корабль счастливой семейной жизни разбился о бытовые скалы. Оказалось, что и партнерша моя не готова, и я в целом не очень-то понимал, что делаю. Но из-за того, что ожидания были грандиозные, и все они не сложились, я попал в довольно большой кризис. Как это ощущалось? Эмоциональный фон на дне. День за днем я понимаю, что я не могу полноценно взять себя в руки, начать работу над своим проектом. Спортом я хотел заняться, как-то надо было бы в форму прийти, да, тем более, что я расстался с девушкой, и теперь мне опять надо кого-то искать. И вообще нету сил ни на что, и я очень много сплю. Я прямо ушел в сновидение. Если честно, в какой-то момент мозг провернул со мной такую интересную штуку. Я спал, наверное, часов по 12, по 14, может быть, даже в день. Эти сновидения были осознанными. Там я мог себе рисовать любую реальность, которую мне захочется. И, видимо, таким образом я вот как-то ушел от той реальности, в которой у меня все плохо, в которой у меня ничего не получилось, в которой мне предстоит огромное, вообще неимоверное количество работы на то, чтобы вытянуть себя из той жопы, в которой я оказался. Честно сказать, очень часто мне даже не хотелось просыпаться. Было настолько плохо, что было пару мыслей о... Было и такое, и я считаю, это важно вообще проговорить, потому что многие люди, когда сталкиваются с такими мыслями, их это пугает. В целом, такое происходит в жизни, но ничего ужасного в этом нет. На самом деле, очень многие люди так или иначе об этом задумываются. И вы знаете, возможно, это даже был переломный момент, ключевой, когда я принял решение что-то с этой ситуацией делать. Логика мысли была следующая, что кажется... себя прямо сейчас я не готов. Ну, как будто это можно было бы сделать, и это избавило бы меня от тех очень неприятных ощущений, которые я испытываю, от многих проблем бы меня это избавило. Но это довольно легкий способ. То есть там, ну, понятно, что там будет. Там все определено. Ты просто накладываешь на себя... И все, вот твоя история закончилась. Ну, это неинтересно. Так я тогда подумал, и, честно говоря, придерживаюсь этой позиции сейчас. Вот, а если я продолжу барахтаться, если я что-то с этим сделаю, да, я смогу, возможно, как-то жизнь свою поменять. Или пустить ее под откос, ну, в конце концов, ну, хотя бы что-то сделать, кроме, да, того, чтобы себя наложить. То вот этот вариант как-то поинтереснее. Что-то в нем есть, да. Ну, раз уж я пришел в этот мир, то, наверное, стоит посмотреть, ради чего, на что я способен. Вот. И из этого ключевого решения начала разворачиваться спираль моих дальнейших действий. Ко мне пришло четкое понимание, что, кажется, сам я не вывожу эту ситуацию. Я не могу просто взять себя в руки и что-то делать. Как-то вот выбираться из этой жопы, в которой я оказался. И слава богу, я слышал, что где-то есть какая-то психология, что кому-то она, кажется, помогает. И, оказавшись в довольно безвыходной ситуации, на самом деле, я осознал, что я сам ничего не могу с этим сделать. Я решил попробовать. Почему бы и нет, за неимением других вариантов. Светозар, Светозар. Я пошел в Google и набрал, значит, психологическая помощь, ля-ля-ля. Первые несколько ссылок прямо попали в мою боль. Значит, если у вас кризис при расставании, мы вам поможем. Думаю, как замечательно, очень хорошо, просто супер. Значит, там такой сайт красивый, номер телефона, я думаю, позвоню. Значит, позвоню, узнаю. Звоню, и мне говорят: здравствуйте, что у вас случилось? Очень женщина с классным, красивым, приятным голосом, очень успокаивающая, такая мягкая. Говорят: что у вас случилось? Я описал ситуацию свою, говорю: вот как-то мне что-то плохо, мне очень грустно, я плохо себя чувствую, у меня упадок сил, я как-то не могу выбраться из этого, помогите что-то сделать с этим, я не знаю, что-то. Можно с этим что-то сделать после расставания? Девушка говорит мне: конечно, вы обратились по адресу, мы вас
поставим на ноги, буквально за пару-тройку дней у нас лучшие специалисты. Очень хорошо, что вы нам позвонили. Прямо замечательно. Я думаю, ну класс. Значит, расписывает мне, как все работает. Говорит, у нас клиника, отдельное здание в Подмосковье. Вы туда приезжаете, у нас лучшие врачи, они вас уже ждут. Это какой-то пансионат или санаторий, я не знаю. Вы там живете, у вас отдельный номер. Они там с вами усиленно занимаются каждый день. И через неделю все, вы как новенькие, выйдете прямо супер. И она как-то быстренько решила это проговорить, что, ну, одна неделя это, конечно, не очень много, лучше 2. Вот одна неделя у нас стоит 300 тысяч, а 2 недели 400. Вы представляете, всего 400, это же очень выгодно. И вот на этом моменте я как-то призадумался. Во-первых, что? Сколько? Ну, мне, конечно, херово, но я не... Вы знаете, я все-таки понимаю, что за пару недель сложно кого-то вылечить от чего бы то ни было. Во-вторых, какие-то слишком огромные деньги. Ну и я прикинул, что это один из первых результатов выдачи Гугла. Значит, это реклама. Значит, люди эту рекламу заказали за деньги, да. Значит, это у них бизнес такой. И они, видимо, на потоке раскручивают людей, которые оказались в тяжелой ситуации, таких как я. Ну и, в общем, я сказал, да-да-да, спасибо большое, я вам перезвоню. Подумав, поразмыслив, я решил, что по ходу придется разобраться в вопросе. Для начала разберусь, какие специалисты вообще есть, в чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом, и выясню, какой из них мне нужен. Оказалось, что психиатр – это человек, который работает с тяжелыми заболеваниями. То есть это, видимо, не мой случай, я все-таки в адекватном состоянии. А также это специалист, который выписывает таблетки в случае очень тяжелых состояний. Я не знаю, мне было сложно оценить свое состояние, но я точно не хотел садиться на какие бы то ни было таблетки, потому что, честно говоря, не очень понимал, как это работает. Психолог и психотерапевт, как я тогда понял, довольно близки друг к другу, но из того, что я для себя уяснил, для того, чтобы быть психотерапевтом, нужно иметь специальное образование, в том числе и медицинское. То есть это серьезный специалист, это настоящий доктор с дипломом, который работает по четкой определенной методике. Вот. А психолог это специалист похожего профиля, но уровнем немножко пониже, который прошел где-то какие-то курсы, но ему не обязательно иметь настоящее медицинское образование. Поэтому для себя я определил, что мне нужен психотерапевт. Все-таки я не настолько тяжело больной, чтобы меня лечить лекарствами. Я не готов настолько легко относиться к своему состоянию, которое довольно тяжелое, чтобы идти просто к психологу, значит, мне нужен психотерапевт. Этой информации мне вполне хватило. И дальше я решил действовать по пути наикратчайшего сопротивления. Нашел сайт, на котором собраны психологи. Это, судя по всему, какой-то профессиональный их сайт, называется B17. Они там пишут статьи, у них там есть профили, значит, в каком методе они работают. И я решил поискать там психологов, которые недалеко от моего дома. Я тогда жил в Подмосковье, и если бы мне пришлось ездить пару часов в одну сторону, в Москву для того, чтобы встретиться с психологом, то, скорее всего, я бы, просто отказался от этой затеи. А так я решил посмотреть, кто есть у меня рядом с домом, кому я могу прийти просто пешком. Оказалось, что есть 3 человека, которые работают в разных подходах. Что ж, уже неплохо, есть из чего повыбирать. Дальше я решил посмотреть, есть ли у них какие-то статьи, исследования. И нашел одну девушку, у которой было несколько статей на этом сайте B17, и еще страница ВКонтакте, на которой у нее есть несколько довольно проникновенных и глубоких постов, длинных, больших, структурированных, где она говорит про отношения, про травму, про то, что происходит в семье, про личностные границы. Про какие-то такие вещи, которые мне на тот момент показались интересными. Вы знаете, я почитал, что-то я понял из этого, что-то я не понял, но мне показалось, что я чувствую какой-то позитивный отклик. То есть во многом я согласен с тем, что она говорит. Второе, то, что меня в ней зацепило, это то, что у нее высшее медицинское образование по нейробиологии. То есть человек с дипломом, видимо, знает, о чем говорит. Так я первый раз попал на прием к психотерапевту. Светозар. Знаете, это довольно интересный опыт. Все как в кино. 2 кресла, столик. В общих чертах описал ей, что со мной произошло. Она, опять же, как в кино, с блокнотиком записывала, какие-то пометочки себе делала. Поскольку на первой встрече я решал, вообще стоит ли мне продолжать с ней заниматься или нет, в конце встречи я спросил, вы знаете, я человек с техническим складом ума, объясните мне, пожалуйста, что мы здесь вообще будем с вами делать и как это работает. И она так посмотрела на меня и сказала, значит, давайте представим, у вас в голове есть нейронные связи.
да, по которым ходит сигнал. Эти нейронные связи сложились у вас в голове под влиянием вашего жизненного опыта, который с вами происходил в результате взаимоотношений с другими людьми. Учитывая кризис, в котором вы оказались, некоторые из этих путей не помогают вам жить, а наоборот мешают, создают дезадаптивное поведение. Наша с вами задача в результате общения живого создавать новые нейронные пути в обход старых и пропускать сигнал по ним для того, чтобы укреплять их, делать более сильными. Таким образом, через какое-то время мы сможем с вами сформировать поведение, которое будет помогать вам в жизни, а не мешать. Я это послушал и подумал, что а в этом что-то есть. Действительно. Я это принял так, я же программист, что у меня есть в системе какие-то баги, и мы сейчас будем устанавливать новое программное обеспечение, которое будет эти баги исправлять. Сама идея о том, что можно вот так вот технически по-сухому подходить к тому, что происходит в моей голове, мне в целом понравилась и показалась убедительной. Поэтому я решил продолжать с ней заниматься. Поскольку занятия с психотерапевтом не дешевые, я решил, несмотря на то, что мне было очень сложно разговаривать о довольно странных вещах, которые я вообще не понимал, как выразить словами, о страхах и сомнениях, которые у меня были, о довольно личных вещах, вытаскивать это из себя чужому абсолютно человеку, рассказывать такие вещи, было довольно странно. Но, учитывая то, что я сюда пришел работать, и моя задача выбраться из этого кризиса, я решил сделать все от себя зависящее на то, чтобы вытащить из себя все эти страхи, сомнения, всю эту боль и отдать специалисту, которому я доверился. На что похожа эта работа? Это интересно. Вот родители и друзья, которые не в теме, спрашивают меня, а что она тебе говорит, что она тебе советует? В том-то и дело, что она ничего не советует. И, как я потом уже узнал, оказалось, что она и не должна ничего советовать. Она является своего рода зеркалом. То есть я прихожу к ней со своей проблемой, со своим запросом, рассказываю, что я думаю по этому поводу, что я ощущаю. И она через свою призму восприятия отражает мне то, что я сказал. И я, получается, таким образом, как бы со стороны гляжу на себя. И через это, через вот эту оптику, которая очень правильно и точно настроена, я вижу, какие-то несостоятельные или глупые стратегии в своей жизни. Она мне ничего не говорит, она не делает выводов, она не осуждает, она не направляет. Она мне просто подсвечивает. И когда я вижу эту ситуацию, которую я принес, с точки зрения другого человека, специалиста, уважаемой мной фигуры, у меня в мозгу начинает что-то меняться. В голове проясняется, прояснение появляется. Нет, пока ничего в голове, пусто. Это не воспитатель, это не подружка, это абсолютно другой вид отношений, который, тем не менее, оказывается целительным для того, чтобы выйти из кризисной ситуации. Ты пришел на сеанс, и ты знаешь, что этот человек тебя не осудит, он всегда на твоей стороне, но при этом при всем он не обязан тебе поддакивать, у него есть свое мнение по какому-то вопросу. То есть у вас с психотерапевтом складываются какие-то отношения, в которых вы занимаете какую-то роль. Как правило, вы на него проецируете какие-то страхи, комплексы, обиды, которые вы проецируете на других людей в своей жизни. И через эти отношения можно очень многое о себе понять и очень многое исправить. Именно через отношения с психотерапевтом. Но, конечно, нужно открываться. Это очень нелегко. Я помню, как мне приходилось клещами из себя доставать какие-то вещи, которые, вы знаете, я, например, вообще ни с кем в жизни никогда не обсуждал. Даже с друзьями, с родителями, с друзьями, вообще ни с кем. И такие вещи, которые, не знаю, мне самому было себе сложно рассказать. Мне самому было сложно в них признаться, да, какие-то вот особенности поведения, которые меня самого в себе пугали. Вот такие вот вещи рассказывать другому человеку, это страшно, это правда страшно. Но она создала атмосферу принятия и поддержки. С ее помощью я смог это сделать. И сам факт того, что я рассказал об этом кому-то другому, уже был большим шагом вперед для меня. А уж ее реакция о том, что это нормально, что многие люди сталкиваются с такими вопросами, была для меня суперценной. В общем, нужно открываться. Это очень тяжело, но стоит того. Светозар, Светозар. Уже 6 лет я в психотерапии и пока не планирую заканчивать. В этот кризисный период мы встречались 2 раза в неделю. Потом, когда основные вопросы мы разобрали, когда она мне дала базовые психологические навыки. То есть у меня, например, была проблема с тем, чтобы замечать, когда я злюсь. Я вообще не умел это делать. И оказывается, можно замечать это через проявление в теле. То есть, например, я сжимаю зубы.
когда я злюсь. Я могу не давать себе отчета в том, что я злюсь, но сжатые зубы явно говорят мне об этом. Или как ставить личные границы, тоже базовый психологический навык. В общем, когда мы разобрали базовые вещи, когда мне полегчало, я смог двигаться вперед, я понял, что больше 2 раза в неделю мне не нужно, меньше 1 раза в неделю она не готова работать, поэтому мы оставили просто 1 раз в неделю в качестве, так сказать, ментальной гигиены. Ну, по крайней мере, я так это воспринимаю. Это как чистить зубы. Никто не хочет, но это нужно делать. И психотерапия помогла мне пройти довольно тяжелые периоды в жизни, множество проблем и эмоционально тяжелых моментов, когда я делал свой стартап. Просто огромную эмоциональную катастрофу во время эмиграции, когда мне пришлось уехать из страны, оставить свой дом, семью, машину, все свои надежды и весь свой социальный капитал, переехать в другую страну, абсолютно без понятия, чего меня ждет, без планов на будущее. Однако тот факт, что раз в неделю я созваниваюсь с человеком, который меня поддержит, с которым мы разберем, что происходит в моей жизни, с которым я могу поделиться самым сокровенным, этот факт помогал мне держаться на плаву. И вы знаете, эти встречи раз в неделю, они дали мне опыт стабильности, некоторый ритм в моей жизни, который помогает мне ориентироваться вообще, искать какое-то направление. То есть в этом хаотичном мире это некий пример устойчивости отношений с другим человеком. Мы уже 6 лет вместе, и вы знаете, это самые долгие отношения, которые были в моей жизни. Мне кажется, чего-то это достоит. У многих брак не продержался такое время, а у нас отношения продержались. Я не намекаю, что эти отношения хоть в какой-то степени романтические, поверьте мне, вообще нет. Сейчас мы даже лично не встречаемся, уже лет 5 мы просто созваниваемся, и я разговариваю со своим экраном. Но, так или иначе, это отношения, которые продолжаются уже 6 лет. Светозар, Светозар. В общем, всем рекомендую, 10 из 10. Это лучшая инвестиция, которая была у меня в жизни, правда. Она дала мне четкий и мощный инструмент, который помогает мне жить, не разрушаться, справляться с очень тяжелыми ситуациями. Ну и вы знаете, вообще это лучше помогло мне понять себя и других людей, что происходит с ними в том числе. Если вы столкнулись с такого рода кризисом, хотя бы попробуйте психотерапию. Просто быть услышанным само по себе уже очень важно, поверьте мне. И даже если у вас нет денег, есть много организаций, где психологи бесплатно оказывают помощь. Да, это не полноценная терапия, но вас поддержат в трудный период, и если вы никогда не пробовали, вы сможете понять, как это работает. Вы можете найти такие организации просто в поисковике, задав что-то вроде «бесплатная психологическая помощь». В разных городах и разных странах люди, неравнодушные к чужому горю, было бы странно, вы знаете, идти в такую профессию и быть вообще равнодушным к людям. Поэтому многие из психологов объединяются и занимаются волонтерской деятельностью, помогая другим людям бесплатно, вытаскивая их из кризисных ситуаций. Поэтому если вы понимаете, что не можете найти опору и вам требуется помощь, но не знаете, к кому обратиться и у вас нет денег на это, попробуйте найти бесплатную психологическую помощь в своем городе. Я прошу вас. Правда, этот опыт того стоит. Это может очень сильно вам помочь и кардинально поменять вашу жизнь. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с депрессией, и если да, то как вы ее пережили, что вам помогло. В самые темные моменты помните, вы не одни, на этой земле есть люди, готовые вам помочь, услышать, понять и принять вас такими, какие вы есть. Если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, попросите ее, и вам точно помогут. Всех обнимаю.